рассказывает о муках Христа в его пути к воскрешению, и хозяюшки начинают готовиться к пасхальному столу. И, конечно же, одним из ключевых этапов подготовки это разукрашивание пасхальных яиц. В эти дни, когда мы все переживаем для нас что-то первобытное, самоизоляцию, каждый сидит у себя дома во всех странах, как и в России, так и на Кипре, мы нашли способ объединить всех нас вокруг наших народных промыслов, наших народных традиций. И эти мастер-классы мы проводим с этнокомплексом «Ремесленное подворье». И я приветствую с нами Татьяну Пешину, мастера по технике вощанки, который сегодня проведет наш мастер-класс. Татьяна, здравствуйте. Хочу лишь сказать, что во время мастер-класса вы сможете задавать нам вопросы через чат в Zoom, а также на нашей онлайн-трансляции в YouTube. Я буду задавать ваши вопросы Татьяне, Татьяна будет отвечать. Ну что, Татьяна, здравствуйте, мы рады приветствовать вас. Здравствуйте. Сегодня чистый четверг, и в чистый четверг уже начинали писать писанки, начинали красить яйца. А вообще к Пасхе готовились заранее, и постились, и очищались, и готовили помещение. А хозяйки, конечно же, готовили очень много яиц. Вот. Мы сегодня рассказывали уже об одном виде, о разных видах писанки. И сейчас я хочу рассказать еще об одном. Этот вид называется вощанка. Вот. Это вот такие красивые писанки. Вот эта писанка на на гусином яйце, это скорлупка гусиного яйца. Покрыта она воском и украшена бисером и канителью. Вообще, впервые о вощанках мы узнали в 2013 году, когда историк и этнограф Александр Александрович Шевцов закупил для нашего музея, у нас в этнокомплексе 2 музея, закупил 2 писанки. Для нас они были немного необычны, потому что обычная писанка – это вот яйцо птичье, расписанное воском, покрытое окрасками в определенной последовательности или просто покрашенное в один цвет. А эти яйца были покрыты воском и украшены бисером и вот разными другими предметами. Мы в то время даже не знали, что они назывались вощанками. И все бы было хорошо, они прекрасно дошли до Иваново. Наш этнокомплекс находится в России, в Ивановской области. А вот от Иванова и до нашего музея при перевозке их, к сожалению, разбили. Вот так бывает. И просто что делать? Такая красота, что делать? Тогда Александр Александрович предложил восстановить их, реставрировать. А так как я занималась восковыми цветами, это свадебный восковой венок невесты, то он предложил также в этом участвовать и мне. Вот мы все вместе. Руководил реставрацией Александр Александрович, он помогал нам, то есть рассказывал, какие инструменты брать, что нужно сделать для того, чтобы сохранить бисер, вот, потому что то, что на этих вощанках, это бесценно. На самом деле я после уже очень много их изучала, ездила по музеям, и я скажу, что вощанок немного в музеях. Даже в Российском этнографическом музее их не очень много, потому что их очень трудно сохранить. Ну вот, после реставрации мы их все-таки отреставрировали, и я в конце передачи покажу их. Мне очень захотелось самой делать такие вощанки, и я начала их делать. И вот теперь у нас есть такое ремесло, практически ушедшее,
А теперь его, я знаю, что уже мастерицы мои делают практически по всей России. Но теперь, надеюсь, будут делать и не только, по всему миру. Пожалуйста. Что нам нужно для изготовления вощанки? Это птичье яйцо. То есть оно может быть куриное, оно может быть перепелиное, оно может быть гусиное. Мы возьмем с вами сегодня куриное и перепелиное яйцо. Перепелиное яйцо хорошо для обучения детям. Оно маленькое, и они успевают за короткое время его украсить полностью и очень радуются. Нам нужно с вами яйцо покрыть воском. Но прежде чем покрыть воском, мы его должны выпустить. Я не знаю, получилось ли у вас выпустить яйцо и умеете ли вы это делать. Поэтому сейчас я расскажу, как топить, а пока вы будете топить, или, может быть, вам кто-то поможет растопить воск из домашних, я покажу, как его выпустить. Итак, для начала нам нужно взять воск. Вот воск у меня пчелиный. Если нет пчелиного воска, то можно взять восковые свечи. Их разломать. И вот мы кладем в любую емкость, которая вам удобна. Главное, что для нас важно? Важно, чтобы наше яйцо в эту емкость помещалось, когда воск растопится. То вот смотрите, у меня помещается оно прекрасно. Вот. Емкость может быть любая, какая вам удобна. Но желательно, чтобы яйцо наше в эту воск растопленный помещался до половины. Поэтому я сейчас попросила своих помощников, чтобы они уже растопили мне воск. А вам покажу, как растапливать его. Растапливать воск можно двумя способами. Первый – на водяной бане. И это самый безопасный способ. Мы берем емкость какую-нибудь металлическую, какую мы можем поставить на огонь, наливаем туда немного воды, ставим нашу миску вот так, чтобы при нагревании вода ни в коем случае не попадала в воск. Вот, видите, у меня там немного воды. Вот. Миска установлена, и теперь можно разогревать. Второй способ: можно разогревать непосредственно на огне, но это довольно опасно, за ним нужно присматривать. Поэтому рекомендую на водяной бане. Итак, сейчас тогда, кто приготовил воск, можно идти его растапливать. А я в это время покажу, как выпускать. И вы сможете потом посмотреть, как выпускать яйцо уже в записи. Спасибо. Для того, чтобы выпустить яйцо, нам понадобится вот такой инструмент, который называется надфиль. Если у вас... Да. Я предлагаю менять ракурс. Да, сейчас мы поближе покажем его. Угу. Сейчас. Угу. Если у вас сейчас нет этого инструмента, мы можем окунуть полное яйцо в воск, его потом украсить, а вы аккуратно его выпустите. Следующее, нам понадобится какая-нибудь емкость, куда мы содержимое яйца выпустим. Вот я приготовила стакан.
Итак, я беру яйцо и обхватываю его вот таким образом, не сильно давлю, просто чтобы оно у меня там хорошо держалось, и осталось небольшое такое отверстие. И надфилем тихонько тюкаю. Вот я тюкнула по скорлупке. Вот, соскользнула. Сейчас еще раз попробую. Ой, вот я волнуюсь, поэтому не точна. И теперь я не давлю скорлупку, а всего лишь поворачиваю надфиль. Конечно, техника изготовления вощанки, возможно, непростая, но если вы освоите все шаги, то на самом деле это будет очень просто. В XIX веке вощанки сохранились уже только в монастырях, как женских, так и мужских. И Сергей Клементьевич Кульжинский – это такой ученый, этнограф, который жил в XIX веке. В конце XIX века описывал коллекцию писанок Елены Николаевны Скоржинской. И он, то есть по его работе издан альбом, в котором он как раз упоминает о вощанках. Итак, я сделала 2 отверстия с одной стороны и с другой стороны. В общем-то, для вощанок не страшно, что отверстия будут большими. Потом мы их просто закроем воском. И теперь я выдуваю. Музыку можно идти? Ну вот. Вот я его выдула, и теперь его остается только промыть в проточной воде. Всё. А содержимое яйца у нас пойдет на яичницу или в тесто хозяйки. Яйцо желательно просушить. Вот, Наташа, воск готов? Я жду воск. Да. Сейчас мне помощники растопили воск, я его жду. Если вы не успеваете, не расстраивайтесь, потому что потом можно будет посмотреть записи, либо задать вопросы. Так, вот у нас растопленный воск, и сейчас мы в него будем окунать. Итак, я беру крепко вот так вот яйцо и окунаю его в растопленный воск. Вот. Держу прямо строго вертикально. Видите? Итак, вот он у меня немножечко застыл на яйце, и уже одна часть яйца покрыта. Это самый простой способ покрытия воском нашей скорлупки. Теперь я его перевернула и окунаю вторую сторону. Даю стечь и немного застыть. Держать яйцо в воске нет смысла, он растает быстро. Поэтому мы окунаем и быстро достаем. Долго не держим. Вот так нужно окунать несколько раз. Если воск сильно раскален, то это может быть даже до 5 раз. Если воск уже чуть-чуть подостыл, то возможно 3 раза. В любом случае слой воска должен быть такой, чтобы у нас скапливалась туда хотя бы на 1/3 бисеринка. Вот воск у меня слишком горячий, поэтому
покрывается медленно. Лучше всего, когда воск после того, как вы его растопили, немного остынет. Вот. Видите, одна часть яйца у меня покрылась хорошо, а вторая не очень, потому что воск горячий. Ну, будем пробовать еще раз покрывать. Глядите, как покрывать. Не обжигается? Ну, нужно быть осторожнее, конечно. Здесь главное, чтобы пальчики не попали в воск. Поэтому под присмотром родителей можно это сделать. Либо родителям помочь детям окунуть. То есть на самом деле вот достаточно хорошо держится яйцо в руке, не скользит, покрытое воском. Ну вот, я еще раз говорю, что у меня воск очень горячий, и хорошо бы, чтобы он немножко подостыл. Поэтому слой слишком тонкий ложится, не успевает застывать. Если вы будете делать несколько вощанок, можно по переменке окунать. Сначала одно яйцо, потом другое. Тогда он успевает подстывать, первый слой, и уже второй, третий, четвертый слой накладывается быстрее. Слишком горячий. Еще раз делаем. Ну вот, уже получше, хотя еще маловато. Сейчас я ему дам остыть. Окуну в другое яйцо. Так, это вот яйцо я плохо промыла, поэтому содержимое яйца как раз сейчас у меня и вышло. Ну, берем его сразу же. Точнее, я его даже не промыла, не успела. Даем остыть. И вот это яйцо еще раз предыдущее, которое у нас было, я покрою еще раз. Надеюсь, уже будет хорошо. Да, вот уже получше. Теперь вот слой достаточно. Для того, чтобы можно было украшать. Да, все. Ну вот. Всё, спасибо большое. К нам поступил вопрос. Да, А я как слушаю. сделать так, чтобы толстого пояска посередине не было? Точно до центра опускать? Есть другой способ. Продевать нитку из одного отверстия в другое и поворачивать.
но вот этот способ самый легкий. И пояска не будет видно на овощанке. Вот вы когда будете, начнете ее делать, его просто за узором уже не будет видно. А то, что вот у нас, И да, вот остались такие, видите, вот как бы наплывы небольшие, мы сейчас их просто срежем. Срезать их можно вот либо обыкновенным кухонным ножом, вот таким, либо и ножом, есть специальные ножи для работы с воском. У меня есть такие ножи, но я специально взяла небольшой кухонный нож, чтобы каждая хозяйка могла сделать такую вощанку. прекрасно. И еще один вопрос. Как промывать яйцо после того, как оно выпущено? Либо подставить просто под кран, чтобы туда наливалась вода, либо втянуть вот в это, просто втянуть эту воду. Два отверстия опустили в воду, втянули, прополоскали его вот так вот и снова выдули воду из него. Так можно сделать несколько раз. Понятно, спасибо. Либо это можно сделать шприцом. Просто набрать в шприц воду и запустить в отверстие. Тоже потрясти и выпустить, выдуть. Спасибо. Вот. Большие наплывы мы срезали, пока яйцо теплое, воск срезается очень хорошо. Ты просто пальцами чувствуешь эти наплывы большие. Ну, их видно, во-первых, вот, что они наплывы есть. Еще поступил к нам такой вопрос. На вас очень красивый костюм. Расскажите немного о нем, пожалуйста, когда у вас получится. О вашем костюме. Это этнографический наряд, рубаха Курской губернии, это 19 век. Головной убор это барановский платок, он был, ну, как бы повсеместно его носили. Вот. Ну, завеска тоже обычная. Завеска, к сожалению, не курская, но она просто мне очень нравится. У нас в музее более 80 полных нарядов разных губерний, в том числе и наряды с головными уборами и с обувью. Так И что где находится ваш музей? наш музей находится в России, Ивановская область, 18 километров от города Иваново. Понятно, очень интересно. Мы потом и разместим на наших сайтах адрес вашего музея, чтобы все могли вас посетить. Хорошо, спасибо. Здорово. Ну что, мы переходим к следующему Да, шагу. да. Итак, для следующего шага нам понадобится как раз еще раз нож. Можно взять вот такой профессиональный для работы с воском. Ну, еще раз говорю, хозяйке можно и такой тоже. Нам понадобится какая-нибудь емкость для того, чтобы мы могли положить бисер и канитель. И так как вощанки украшали бисером, канителью, синелью, в общем-то, даже цветами сушеными, и зернышками, и фольгой. То есть вот то, что есть у хозяйки, тем и украшали. Я покажу именно канителью и бисером, но вы можете использовать еще что-нибудь. Что такое канитель? Сейчас я вот покажу саму канитель. Вот канитель. Канитель это такая пружинка. Так, сейчас я режу и покажу ее поближе. Вот. Пружинка свита из тонкой проволоки. Вот сейчас я растяну, и будет видна проволочка, да? Вот она. Да. Вы можете сами взять тонкую проволоку, обмотать иголку, и у вас точно так же получится, как пружинка такая вот. У вас тоже получится канитель. Для того, чтобы украсить яйцо, я канитель готовую, фабричную, немного растягиваю.
Так она будет на нашем яйце выглядеть изящнее и с ней работать легче. Так, вот я растянула. Вот. Вот у нас канитель немного растянута. Я беру яйцо. И нам понадобится свеча для того, чтобы мы разогревали с вами инструмент. Вот вы, наверное, встречали на сыре, на некотором сыре, вот такую восковую оболочку, именно восковую. Да. И вот мои друзья помогают мне собрать эту оболочку, и я ее потом топлю, и вот покрываю точно так же яйца. И вот на перепелином яйце как раз сейчас у меня вот этот красный воск, это именно воск с оболочки от сыра. Очень хорошо давать детям такой. Во-первых, он мягкий, и канитель, и бисер ложатся прямо, не нужно нагревать инструмент, потому что он мягче, чем натуральный воск. Вот, так что я рекомендую вот такие вощанки для детей, для того, чтобы делать с детьми. Вощанки вот с таким воском. Итак, теперь мы переходим к украшению нашего яйца канителью. Вот наша канитель. И я выкладываю узор, в общем, так, как мне хочется. Были традиционные узоры, и мы покажем традиционные узоры, которые были на писанках. К Пасхе обычно было очень много цветов. То есть я была на этнографическом сборе в Виверском монастыре, это Самарская область. Мы тогда искали способ изготовления вощанок, но, к сожалению, вощанки там были, но монахиня, которая умела их делать, уже ушла. И там я видела небольшую коллекцию вощанок. В общем-то, как раз они были очень такие, как бы много было цветов, весенние такие вощанки. Итак, что я делаю? Смотрите, вот канитель. Я беру прямо пальцем, немного притапливаю ее в воск. Видите, она неплохо держится. И я поворачиваю яйцо. Видите, у меня получилась такая петелька. Это один лепесток. Поворачиваю снова яйцо. Получилась другая петелька. Еще раз. И вот у нас либо трилистник, либо, если мы сделаем четвертый лепесток, будет цветок. И вот так я иду дальше. То есть здесь уже можно просто творить, то есть что бы вы хотели выложить. Замечательно. Да. Мне тоже очень нравится этот способ изготовления. Он простой на самом деле и очень красивый. Конечно, видна рука мастера. Нам кажется, что так просто. На самом деле далеко не просто, конечно же. Вот видите, я еще раз заволновалась, и у меня не получился лепесток. Я просто, пока еще канитель не притоплена сильно, я ее снова сняла и поправила. Вот это мне очень нравятся вощанки еще и поэтому. То есть, когда расписываешь писанку воском, сделал какое-то неровное движение, и это уже все. То есть узор, ну вот и будет с такой ошибкой. А на вощанке можно еще это исправить. Что вот можно сделать, допустим, такой лепесток, вот так вот, видите, я.
Сюда. И опять так ее чуть-чуть прижимаю. Мне пока мешает, я ее уберу. Вот. Сяду поудобнее. Вопрос у нас. А где вы берете фабричную канитель? Фабричную. Я покупаю в интернете. Есть такой сайт канитель.ру. И я там заказываю ее. Ну, мы можем вам отправить, если вы хотите, мы можем отправить вам канитель. То есть вы просто напишите, сколько вам ее нужно, и мы для вас ее приобретем. Ну вот, видите, вот такой цветочек получился. То есть, в общем-то, можно творить. Вот. Если вам достаточно, то мы обрезаем. И теперь будем украшать бисером. Вот я пока оставлю так. Покажи поближе. Как красиво, просто волшебно. Так. Вот теперь нам понадобится еще свеча и огонь. Для чего? Для того, чтобы канитель у нас, вы будете же показывать яйцо, вот какое у вас оно красивое, то есть или дарите кому-то. Для того, чтобы канитель у нас не выскочила, мы ее сейчас немного втопим. Поэтому я разогреваю инструмент, разогреваю сбоку от огонька свечи, чтобы инструмент не закоптился. Если инструмент закоптится, то канитель у нас испачкается, потом не отмыть будет. И вот провожу именно по канители. И смотрю, насколько хорошо она втопилась. Давить на нее не нужно. Достаточно, чтобы инструмент был горячий, и тогда она сама втапливается. Просто вы по ней проводите, и она втапливается. На красном воске это не обязательно. Он как-то мягкий и сам топится от теплоты пальцев рук. Ну вот. Я еще хотела добавить, мы находимся рядом с Татьяной, помогаем ей. И на самом деле здесь очень так тепло от свечки, пахнет воском. Это добавляет такой какой-то своей уютной атмосферы. Да, конечно. Да. Я очень люблю работать с воском. Мне тоже очень нравится, как он пахнет. Таня, в чате вопрос есть. Да? Татьяна, а что это за инструмент, где его можно приобрести? Я думаю, можно просто отправить запрос, то есть написать, вы можете мне отправить запрос, и я подыщу вам инструмент. Но можно и найти в интернете, если вы хотите. Это инструмент для работы с воском. Ну вот, мы немного украсили яйцо. Вот я попробовала сегодня повыкладывать еще.
разные узоры. Вот видите, вот это вот я подготовила яйцо, потом выложила узор канителью. И вот начала выкладывать его бисером. Вот. И сейчас я покажу, как выкладывать бисером. Татьяна еще спрашивает, чем можно заменить канитель? Можно металлической нитью заменить, можно вообще без канители, потому что на вощанках вощанки можно выкладывать и просто бисером, без канители. А где взять металлическую нить, например? Металлическую нить продают в магазинах, где нити, и вы можете обратиться к нам в этнокомплекс, мы подыщем для вас нужную нить. Ну что, для того, чтобы у нас выложить бисер, нам понадобится еще один инструмент. Это может быть вот такая иголка. Она обыкновенная металлическая иголка, только длинная. Вот в России в народе ее еще называют цыганской. Либо вы можете пользоваться вот такими пинцетами. Вот такой пинцет, но у него должны быть очень острые кончики. И нам будет нужен бисер. Вот несколько цветов бисера. Цвета. Для вощанок, вот я смотрела те вощанки, что у нас есть музейные, у них очень мелкий бисер. Вот еще вопрос задают нам, а нельзя просто капроновую нить использовать? Я не знаю, как будет втапливаться капроновая нить. Нам же нужно, чтобы она втопилась в воск. Можно будет попробовать, но я не пробовала еще ни разу. Металлическую нить всегда можно инструментом разогреть, и она втопится. А Да. вот капроновая, я не знаю, то есть навряд ли ее можно будет разогревать. Если только само яйцо еще будет теплое, тогда она втопится тоже. Да. Ну, тогда нужно будет вот воск, например, разогревать сначала пальчиками, а потом пробовать капроновую нить туда втапливать. Ну, Вот наша участница Анна пишет вам: Татьяна, спасибо вам за мастер-класс. Я когда-то училась у вас вживую. Я приспособила для укладки бисера маникюрную лопатку. Здорово. Вот видите, это здорово. Ну что, я выкладываю бисер немного. Мы выложим такой и такой бисер, например. Вот. И теперь мне нужно, как втопить бисеринку. У бисеринки есть отверстие. На этнографических вощанках бисеринки были втоплены так, что у них было втоплено ребрышко. Поэтому вот я разогреваю иголку. И так, захватываю бисеринку. Что-то у меня какая-то иголка не хорошая. Тогда мы сейчас попробуем другой иглой. Что такое? Бисеринки меня не слушаются сегодня. Ну что, попробуем пинцетом. Вот так. Я волнуюсь просто сегодня очень, поэтому у меня, да, инструмент меня не слушается. Подожгла чуть-чуть. Ну вот, я подогрела бисеринку, и теперь мы ее втапливаем.
Вот видите, она хорошо вошла. Подогреваем недолго, чтобы тоже бисер не сжечь. Еще вопрос. Да? Как хранить такое красивое яйцо? Яйцо же выпущено, и оно очень хрупкое. Да, ну, я делаю специальные подставки, то есть его можно хранить на подставке, то есть можно его хранить в коробках с ложемянках, вот на таких подставочках деревянных, да, можно Мгм. установить будет. А, и либо коробочки с ложементом вот такие вот, то есть вот, Ой, какая красота, да-да. я покажу еще тоже красоту. И еще вопрос, пока вы бисер продают различные по номерам. Да, совершенно Какой вы верно. номер используете? Я использую 15 и 16 номер. Иногда можно 14 номер, но тогда нужно, чтобы был побольше слой воска. Иначе он просто бисеринки не втопится в достаточной мере, и он будет отваливаться. Мгм. И еще вопрос. Вопросов очень много, потому что нам очень интересно. Скажите, как укладывать бисер? Вдоль нити или на саму нить? Нет, это вдоль нити, то есть на саму нить не выкладываем. То есть нить это у нас как просто граница узора, а, а бисер мы выкладываем внутри. Можно и снаружи, то есть можно около нити, то есть смотря какой узор вы хотели бы. Мгм. То есть вот сейчас я тогда отложу и покажу вам вот так это. И еще одну вот. Вот смотрите, то есть вот здесь канитель у нас. Куда? Так? Ага. Мгм. Так, тогда вот так лучше. Так лучше. Вот, видите, вот здесь у нас канитель, а бисер вот здесь отдельно. Мгм. Мгм. Да. То есть в зависимости от того, какой узор вы делаете, что вы хотите выложить. Либо, можно вот еще вот это, вот, либо вот, пожалуйста, вот еще. Ой, какая красота. Это делала моя ученица уже, Майя Аникина. Вот здесь, видите, тоже, здесь разный бисер, разного размера, есть крупные бусинки, да. Вот А видите, цвет яйца, он несколько другой. Вы добавляете какие-то красители в воск? нет, это все зависит от самого воска, от чистоты воска, от того, сколько ему времени. Я стараюсь покупать воск прямо у пасечников, потому что он у них чище. Ну, вот у кого какой воск есть, тот такими покрывает. Еще вопрос от нашего участника. Вы перед украшением вощанки эскизы рисуете для себя? Нет, я либо использую писанки, этнографические писанки, те, которые бытовали в России, а, либо просто это какие-то мои фантазии. То есть, что мне понравилось, то я и отображаю. Вот, можно сейчас я вот еще возьму. Мгм. Вот, конечно. Так, ну вот. Это я хотела в конце показать раскрытку, она у меня взяла и раскрылась. Вот, например, это один из традиционных узоров, который есть на писанках. Я его просто отобразила бисером и канителью. Вот этот узор тоже есть такая писанка, этот узор на писанке был. Конечно, в точности повторить его невозможно бисером, но я, насколько возможно, его приблизила к тому узору, что был. А есть какие-то фантазийные такие вот, как вот такое вот то, что я начала делать, вот такие листочки просто Да. новые, да. Это мне просто захотелось сделать, и вот я сделала.
Очень красиво. Так, достаточно ли того, что я показала, как делать? Я Я думаю, покажите нам еще чуть-чуть бисера. Еще чуть-чуть, как вы прокладываете бисер. Хорошо. Мгм. Так, что-то. Мгм. Так, вот если инструмент, ну, когда работаешь с воском, то иногда инструмент уже пачкается воском, и тогда его нужно просто погреть и почистить. Вот. Ну вот, и я втапливаю. Точно то же самое можно делать иголкой. И иголкой даже, возможно, быстрее, ну, быстрее даже у меня получается. Просто сегодня что-то у меня иголка никак, поэтому я делаю пинцетом. Очень красиво получается, когда, допустим, одного цвета бисер, несколько оттенков. И тогда, когда выкладываешь, ну, просто, не знаю, вот узор просто переливается. В конце, вот после того, как вы выложили какую-то часть узора, можно снова инструментом разогретым, вот так же, как я притапливала канитель, точно так же притопить и бисер, Бисер. Мгм. для того, чтобы он хорошо держался. Мгм. Мы сейчас попробуем поближе показать, как выкладывает Татьяна воск. Бисер, да. Очень тонкая, кропотливая, очень красивая работа. Мгм. Ну вот, такой у нас цветочек получился. Теперь можно взять другой бисер и выложить, например, листочек зелененький, вот так. Либо синий. Достаточно ли сейчас? Да, я думаю, если вы можете, покажите нам, пожалуйста, ваши уже оконченные яйца, Да, узоры, потому что вот нас просят узоры показать поближе. хорошо. Наши участники пишут, что мы свидетели волшебства, которое вы творите. Спасибо. Спасибо вам Спасибо. за такую красоту. Да. Я хочу графически показать еще.
Я хочу показать, вы хотели бы посмотреть узоры, я покажу вам музейные писанки в нашем музее. Есть несколько уникальных вощанок. А, Я сейчас их покажу, одену перчатки, потому что очень бережно мы к ним относимся. Они у нас просто считаны. Вот. Вот одна из них, это вот наши восстановленные как раз вощанка, которая одна из восстановленных, которая разбилась, о которой я рассказывала в начале занятия. Вот. Это Так, сейчас мы настроим резкость. Подождите секунду. А это правда, Татьяна, что вот эта техника являлась как раз прототипом для создания шедевральных яиц Фаберже? Да, вот по крайней мере, я сейчас покажу вам еще раскрытки, и это народный прообраз знаменитых яиц. Вот. А, Мы Да. считаем, что это, да, мы предполагаем и, ну, думаем так, что да, действительно, что а, он это, конечно, взял где-то. И я думаю, что это было взято именно в народе. В народе их делали простыми, ну вот, уже Ну, ювелирными изделиями. простыми их, конечно, не назовешь. Такая красота. Это Ну вот, видите, это вот как раз вощаночка. Христос Да, воскрес, да. пасхальная, да. Видите, вот Мгм. такая. Мы ее восстанавливали. Тут еще видно такие разломы на воске. Очень Я красиво. покажу еще одну. Они с ленточками нас спрашивают. У них ленточки Да, наверху, да? бытовали с ленточками и без лент. То есть вот это без лент, видите, Мгм. какая. А Да. были с лентами, и они ставились к иконам или подвешивались. Да? Как бы вертикально, чуть Да, подальше. да? Да, вот. Ага, хорошо. И их подвешивали к иконам или под иконами. Мгм. Сейчас я покажу несколько, вы посмотрите. Вот это тоже 19 век. Видите, какая красота. Здесь как раз вот нить. Здесь не канитель, а нить. И их делали именно к Пасхе, или это было вообще народное ремесло? Ну, Сергей Клементьевич Кульжинский в своей работе «Описание писанок» пишет, что их более всего делали к Пасхе. Э, Но он ничего не пишет, делали ли еще в другой период. Но раз он пишет, что более всего делали, то значит, скорее всего, их делали еще. Мгм. Вот. А Это более позднее, вот такая вот уже с ленточками. Видите, вощаночка. Очень красивая, да. Да, Да. здесь разного размера и разной формы бисер. Камушек в серединке, видите? Да. Они канитель немножко, видите, отошла, потому что как раз я говорю о том, что ее нужно хорошо втапливать, чтобы она не цеплялась и не отскакивала. Вот такие вощаночки, такое чудо. Видите, какое весеннее чудо просто. И тоже это пасхальная вощанка. Да. И сейчас покажу еще одну, чтобы как раз было видно, спасибо, да, что их подвешивали. Вот такая вот, видите, простенькая, вроде бы простенькая, но на самом деле очень красивая. Тоже это прямо произведение, тоже искусство. Вот такая старинная вощаночка. Да. Да, покажите нам также и раскрытки, пожалуйста. Вы вот нам Покажу. показали совсем чуть-чуть, нам очень-очень интересно. Итак, вот про раскрытки. Сергей Клементьевич еще описывает о том, что еще один вид монастырских писанок, овощанки, он называл именно монастырскими писанками, потому что к концу XIX века они сохранились уже только в монастырях. И еще одним видом монастырским писанок он считает раскрытки.
Раскрытки — это вот тоже птичье яйцо, оно делилось на 2, на 3 части, а внутри, то есть там могли быть, да, вот, либо, сейчас я покажу еще этнографическую, либо могли быть содержание м, Очень красиво. посвященное Пасхе или другим праздникам, либо это могли быть просто цветочки, какие-то другие бытовые узоры. Перышки, да, в общем, все что угодно. Вот такая вот эта вот вощаночка, это уже мы делали. То есть это куриное яйцо, оно способ изготовления у нас тоже есть, мы можем обучить ему в другой раз. Вот. А сейчас я покажу вам тоже музейную, уже редкость большая, раскрытки — это большая редкость. Так. Вот, вот такая вот, посмотрите. Ага, вот. О, Мгм. Вот так, видите? Вот. да. Мгм. И сейчас я ее поверну. К сожалению, они очень-очень хрупкие, такие вот, и мы с ними очень бережно. Вот это вот обратная сторона. То есть здесь воск, ткань, канитель и Да. бисер. Бисер, Очень-очень. да. Ну вот, вот такое чудо бытовало в народе. Вот такое чудо делали, как описывает Сергей Клементьевич, и простые женщины-крестьянки. Это необыкновенно, очень красиво. И очень важно, что вы исследуете и передаете эти знания. Спасибо большое вам, что вы такую возможность нам дали, чтобы мы могли рассказать об этом не только в России, но и в мире. Я очень благодарна вам и приглашаю в наш музей. Еще раз говорю, Россия, Ивановская область, а, этнокомплекс «Ремесленное подворье» и наша гордость, наш музей топора. Я только хочу показать еще 2 книги, чтобы вот я много говорила сегодня о Сергее Клементьевиче Кульжинском. Вот его альбом, изданный уже, конечно же, позже, первая часть его работы. Здесь можно будет почитать как о писанках, так и о вощанках. И вторую книгу хочу показать. Это вот методическое пособие, которое ну, вот, написала я вместе с помощниками. И оно издано у нас в издательстве «Роща». Большое вам спасибо. Мы очень рады нашему сотрудничеству с этнокомплексом «Ремесленное подворье». Я думаю, что не только к Пасхе, но мы можем сделать очень-очень много интересных проектов и показать наши народные ремесла и как их можно дома для детей и не только для детей дома научиться их делать. Большое вам спасибо. А мы вас ждем завтра в 10 часов утра. У нас будет еще один мастер-класс, больше посвященный, конечно же, нашим детям. Мы с вами будем вместе делать пасхальные открытки.